Территория огромная, разноплановая. Соблюдайте правила охоты, любите природу, уважайте, и она вас вознаградит. Охота была супер. Колыма. Суровый край Дальнего Востока России. Природа этих первозданных мест удивляет разнообразием форм и красок. Подножья гор омывают кристально чистые нерестовые реки. А дикие таежные леса скрывают самых редких и могучих животных. Необитаемые места, которые со времен мамонтов и биологов никто никогда не был. Трофейный охотник Сергей Мазуркевич отправляется на Дальний Восток. Трофейная охота – это природосберегающая охота. Высоко в горах на побережье Тихого океана он намерен добыть колымского снежного барана. Трофейная охота на Колыме. Еду в Магадан. Уважаемые любители горной, трофейной, природосберегающей охоты. Сегодня мы в Магадане. Колыма нас приветствует. Мы приехали за колымским бараном. К сожалению, погода такова в Магадане, что мы не можем воспользоваться прямо с аэропорта вертолетом. Нам придется передвинуться километров 500 и оттуда уже на вертолете в ареал питания колымского барана. Мы на охоте, мы в горах, а это уже есть процесс горной охоты. Ранее Сергей уже охотился в горах Магаданской области. Тогда, в августе 2017 года, ему удалось добыть трофей колымского снежного барана. С тех пор трофейная комиссия клуба горных охотников пересмотрела границы ареала этого подвида. Мы считаем, что мы взяли все равно в любом случае колымского барана. В прошлый раз это было в 2017 году. Но так как возник вопрос, вроде как бы и колымский, вроде как бы и не колымский, я говорю, отлично, это не колымский, я лечу на Колыму. Высочайшей вершиной Магаданской области долгое время считался пик Билибина. Но в июле 2020 года была обнаружена безымянная вершина на 44 метра выше, 2337 метров над уровнем моря. Из 300 километров на километров 10 всего был асфальт. Говорят, это переклады, это расширяет дорогу. И вот мы, проехав 300 километров, остановились отдохнуть, размять ноги и увидели такое чудное явление — велосипедная дорожка. Самое интересное, что она идет из-за угла и упирается в тупик. Более того, судя по тому, что бордюры покрашены, ее как-то кто-то содержит даже. Чтобы покататься по этой велосипедной дорожке, надо преодолеть довольно немалое расстояние. Природа Колымы поражает своим разнообразием. При этом растительности здесь доступен лишь тонкий слой почвы. Даже летом под ее поверхностью сохраняется вечная мерзлота. После заката команда прибывает в поселок Амсукчан. Промежуточный стан. Перекусим, отдохнем. Охотники продолжат свой путь завтра утром, если позволит погода. Исторически Амсукчан – поселок горняков и геологов.
Он был образован в 1937 году с открытием в этом районе богатых месторождений полезных ископаемых. Здесь добывали уголь, золото, серебро и олово. На сегодня в поселке проживает 3648 человек. С Магаданом поселок связан ежедневным автобусным сообщением. Также в Амсукчане есть свой аэропорт. Добрый. Александр, у нас все по плану, надеюсь, улетаем. Мы сейчас как раз пройдем, посмотрим этот регион. 2 дня не можем высадить, там закрыт, нам на 1,5 надо садиться. 1100 стоит, в придворе прихожу, и все. Такая проблема еще возникает. Посмотрели, да, такие хорошие есть. Экземпляры, да. Прям то, что надо. Добраться до базового лагеря можно только по воздуху или воде. Он находится на берегу Охотского моря в 145 километрах от Амсукчана. Магаданский край как-то нас встретил туманом. Александр, командир вертолета, уже летел довольно низко по руслу реки. Видимость стала такая сложная. Командир принял решение сесть, переждать. Не долетели буквально 19 километров до лагеря. Очень сильный туман, буду пережидать. Давай, на связи. Трубка включена. Торопиться надо медленно. Главное – рассудок и безопасность. Горные реки переполнены умирающей рыбой. Практически весь лосось нерестится всего один раз, и только в пресной проточной воде. Примерно через 4 года жизни в соленом океане взрослые рыбы возвращаются в родные реки. Преодолевая их бурное течение, они стремятся вверх, на нерестилище, туда, где родились сами. Попадая в пресную воду, лосось перестает питаться, а его тело претерпевает необратимые изменения. Рыба какое-то время охраняет отложенную и оплодотворенную икру, а затем совершенно обессиленная отдается течению и умирает. Вот такой мы наблюдаем кругооборот в природе. Рыба поднимается по горной реке, чтобы продолжить свой род, отложить икру, погибнуть, стать кормом для своего же потомства. Спустя час туман так и не рассеялся. Ну, будем пробиваться. Базовый лагерь располагается в живописнейшем заливе Пестрая Дресва. Здесь, на берегу Охотского моря, находится современная рыбопромысловая база. С 1998 года в заливе возобновили некогда забытый лов при помощи ставного морского невода. Сейчас предприятие разрослось, и морепродукцию рыбной компании знают по всей стране. Но этим традиционным методом работают и по сей день. Сегодня в распоряжении компании находятся огромные охотничьи угодья. Это несколько миллионов гектаров. Горная часть и часть, которая по рекам проходит и по побережью.
очень разнообразно. И какие-то участки находятся возле моря, какие-то в более материковой северной части, которые граничат и с Якутией, и с Чукоткой. И обязательно нужно использовать авиационный транспорт, самолеты, вертолеты для того, чтобы добраться в самые такие необитаемые места, которые со времен мамонтов и геологов никто никогда не был. Погода немножко подвела, как мы знаем, и пришлось долго ехать. Да, там вообще что-то закрытое туманище стоит. Да, оно, в принципе, где-то нам даже на пользу. После плохой погоды они начинают двигаться. Поэтому я думаю, что они никуда не денутся. База оборудована комфортабельными домиками на 2-3 человека. Оснащена электричеством, отоплением, внушительной кухней-столовой и традиционной русской баней. Сейчас мы с Борисовичем переговорим. Я думаю, посмотрим, может быть, на рыбалку можно будет съездить. Там рыбалка у нас. Да, где вы были на прижиме на 19-м, просто у вас удочек с собой не было. Сейчас подождем, может, чуть. У нас по утрам как бы такие вопросы есть с погодой. О, круто. Вот теперь это лагерь. Да, Федерация высокоточной стрельбы. Меняемся. Красные пришли, белые. Да, и футболочку Спасибо. презентуем. Спасибо. Пошли, покушай. Пойдем. Когда-то снежный баран был как единорог, было очень редко. Это такое практически мифическое было животное. Сейчас очень устойчивая большая популяция. Снежный баран очень хорошо восстановился за последние десятилетия, так как не стало прессинга, который существовал раньше. Это строительство ЛЭП, геологи, оленеводство, когда было сильно развито, тоже был достаточно большой прессинг. Но сейчас этого нет, и мы очень много наблюдаем снежного барана, очень много оленя, лося, очень большая, серьезная популяция медведя. Поэтому все, что касаемо животного мира Магаданской области, он очень плотный, разнообразный, много. Кроме всего прочего, рыбалка и морская, и речная. Они там бегают. Я их видел в прошлом году, в начале октября, там же. С этой же группой, только чуть больше их было. Да, ребят? Тянем буквально там 5 километров. Ходить комфортно, ровно. В прошлом году я их видел на этой сопочке, грубо говоря. А сейчас они на этой 5 километров. К сожалению, вылететь на место охоты сегодня не получится. Горы закрыты плотным туманом. В ожидании погоды решено провести пристрелку. Дистанции будут две – 100 и 800 метров. Ну давай. Сейчас немножко остынут. Нам нужна температура вина. На 100 метров обе пули прошли чуть правее. А сотку посмотрели, Сереж, сотку видели? Сетка нормально. Я думал, вы барана оттуда привезете. С океана на материк дует постоянный влажный ветер. Его скорость учтена и, как обычно, компенсирована горизонтальной поправкой. Тем не менее, на 800 метров этой поправки оказывается недостаточно. Вот тогда две, да? Да. Есть ветер с моря, видать, он плотный, воздух. Как раз на Ветерок слева, дистанция большая. Перестреляйся с этого. Не, а как сам Да, стал? я стрельну еще раз. Я не вижу, куда попадаю. В мишень удается войти со второй попытки. Нормально, отлично. Все можно бросать и лететь на рыбалку. Сразу после пристрелки команда отправляется на рыбалку. В нерестовых местах очень плотная концентрация медведя. Активность этого всеядного зверя возрастает с приходом в реки Тихоокеанского лосося. Часто медведи выходят большими группами к местам лова, отпугивают рыбаков от неводов и сетей, рвут лодки, нагло отбирают рыбу и доставляют множество других проблем. Двигаясь до места рыбалки, с вертолета удалось насчитать 15 взрослых особей. В плохую погоду можно себя занять таким не совсем активным делом, как ловля рыбы. Пока туман,
Мы ловим рыбу. Туман пройдет, мы пойдем в горы. Это вам не горная охота. А, это не горная охота. Ну-ка, 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 ну-ка. Есть. Голец. Первый закидон. Сразу результатен. Ее надо к берегу быстрее. Тут еще кунжа есть, крупная, клюет такая, по 10 килограмм. Ну, голец есть крупный, это до 5-6 килограмм одного попадает. Я ты не поймал. А? Эх, есть. Кита тоже клюет. Красивый. Вот тянул. Недели 2 назад 3 прилетали тут. Вот 2 ящика за 1,5 часа. Вот таких. А ящик это 50 килограмм рыбы. Через час активный клев начал сходить на нет. Горы продолжал затягивать густой туман. Нужно было возвращаться на базу. На обратном пути команда также наблюдала множество медведей. Некоторые из них подходят почти к самому лагерю. Сюда их притягивает сильный запах рыбы. Медведей не было? Вечером выползли. Саш, ну а что там с погодой? Плохо. Сейчас опять речка начала затягиваться, опять пошла в это море, как туманчик пошел. Ждем утро. По прогнозам вроде завтра должно быть. Не знаю, можно, в принципе, здесь вот оставить. Все утро следующего дня шел проливной дождь. Я думаю, все нормально, это очагово. Я обзвонил везде. Везде нормальная погода. Тем не менее, к полудню было решено выдвинуться в горы. Заброска проходила в 2 этапа. Час назад на место охоты вылетели 3 проводника. Их задача — разбить лагерь и изучить местность. Охотник и оператор отправились в горы 2-м рейсом. Предстояло преодолеть около 80 километров. Здесь погода была совершенно другой. Погода нам позволила выбраться, и мы перелетели на высоту 1500, разбили лагерь. Будем располагаться и дальше уже проводить обследование и разведку. Сейчас на полпути закину, и вертушка уходит, потому что там погода ухудшается. Вертолет здесь не может базироваться. Нас закидывают, они улетают, вертолет. Крайний раз Толсторогов видели в 8 километрах от лагеря. Для экономии времени добраться в это место решили вертолетом. Как выяснится позже, эта стратегия имела один существенный недостаток.
Сейчас мы идем по следам баранов, по свежим следам. Как раз следы явно видно, что были после дождя. Мы, по сути, их преследуем. Осталось их нагнать и сделать правильный подход. Ветер боковой, так что, надеюсь, мы не будем обнаружены. Сейчас вышел на верхушечку вышел. А, вижу, он маленький. Это маленький. Да, молодой. Группа из 8. Видите, что где-то сюда перевалило. Я пойду поверху, вы пол горы глянете. Может, они с той стороны. В коряке стрелял вообще. Мы их наверху смотрим всех. Они внизу все спустились. Кручу. Добавок там зеленка. Так что надо поглядывать внизу. В особенности днем. Вечером, да не все равно ночью боятся, вверх поднимается, а внизу днем могут быть. Сюда вот пойти, сейчас мы в этот массив пойдем еще. Верхушку. Снежные бараны предпочитают скалистые, труднодоступные склоны гор, чередующиеся пологими участками. Для охотника это непростой трофей, так как для его добычи требуется хорошая физическая подготовка. Погода начала меняться. Я сейчас с Костиком пойду в ту сторону. Алексей пока здесь будет. Я посмотрю Потом, здесь. если у нас ничего нету, Алексей возвращается на тот хребет, просматривает. Потом поэтапно возвращаемся по хребту в сторону лагеря идем. Посматриваем 4 церкви, впереди которых, может, они вернутся обратно. Спустя час наблюдения стало ясно, нужно возвращаться. Световой день близился к концу, а палатки остались далеко позади. — 4970 метров по прямой до палаток. 5000. Верхние пики 1800. Палатки 1500 метров над уровнем моря. Так и пойдем. Они так и держатся в такой высоте. Двигаться будем, значит, по бараньим тропам. Вот так вот на самый верх. Будем рассматривать все распадки справа, слева. И будем идти вот до того крайнего пика. Сейчас поставим по нулям и посмотрим, сколько мы по пересечению пройдем. По тротуару можно за час пройти спокойно. Теперь мы посмотрим, сколько мы пройдем по горам. Эти 5000 метров. Сам маршрут был очень сложным, поэтому движущим камням практически все 5 километров мы двигались. Подъем-спуск, подъем-спуск. Да, с погодой что-то нам... Лучше идти по гребню, потому что пол горы тяжеловато. Охота так-то завтра будет. Так что сегодня день прибытия. Мы сейчас прошлись, следовали окрестности. Следы есть. Они идут в ту сторону. Добавок видели группу молодняка. Ну, ноги размяли. Мышцы вспомнили былые времена. Времени осталось не так много светового дня. Надо уже держать дорогу на лагерь. Поэтому пойдем чуть-чуть срезать будем. Облегчили себе вертолетную заброску. При этом мы понимаем, что наверх по сыпучему камню не подняться. Довольно проблематично. Лагерь у нас за той горой. И приняли решение, что мы спустимся до реки вниз. Пройдем по зеленке и будем потом подниматься в лагерь. Это где-то метров 700 на спуск, 700 подъем. Вот называется, попали в капкан. Вот такой облегченный вариант заброски мы для себя выбрали. Не всегда вертолет это легко и просто. Высадить высадил, вот обратно вернуться.
Ночь застала охотников во время сложнейшего 500-метрового подъема. Туман. На вершинку вышли, туманом закрыло. Вот мы сейчас где-то потихоньку будем идти. Команда сбилась с пути. Я бы сейчас воздержался от комментариев, потому что все равно то, что я сейчас скажу, в эфир не пустят. Путь 5 километров составил 7 часов. Блуданули, попали в туман. Это первый раз, когда я не отметил ни часы, ни гаджеты, а место лагеря. И остались мы практически ни с чем в тумане. Но тем не менее, благодаря телефону нашего оператора Александра, который поставил на запись трек, мы вышли к точке. Эта ночная прогулка по горам всем членам команды запомнится надолго. Вернулись мы в первом часу ночи, довольно уставшие. Сегодня хорошая погода. Сейчас уже 9:30, позавтракали. Солнышко светит, вселяет надежды. То, что наши труды вчерашние будут вознаграждены. Утром второго дня команда разделилась. Одна группа направилась на запад, а другая на восток от лагеря. Спустя час вторая группа вышла на связь. Алексей и Константин обнаружили трофейных самцов. Вот весь холм этот проходите полностью вниз, пока не зайдете на зеленку. Только идите по верху. Вниз не спускайтесь на нашу сторону. Понял меня? Да, понял. Еще раз я тебе говорю. Мы идем по гребню, будешь нас корректировать. Остановишь нас и скажешь, чтобы мы спускались вниз. Сейчас мы идем по гребню. Все, давай, идем потихонечку. Там 7 баран с рогами. Они по нашему склону с левой стороны, на зеленке внизу совсем. Мы сейчас пойдем по гребню, остановят нас, и мы будем спускаться вниз. Через полчаса охотник был в указанном месте. Они под нами, или слева от меня, или справа от меня. Времени очень мало, на охоту отведено было, по сути, один день. Вчера день разведки был. Сегодня, в принципе, ребята за 1,5 часа обнаружили группу из 7 баранов. Бараны есть, бараны крупные. Дистанция составляла 600 метров. Я вижу хорошего большого. Нужно было внимательно подготовиться и все рассчитать. Нормальная дистанция, да? Да. Он чуть-чуть тоже сейчас спускается в ручей. А остальных не увидишь, потому что там полметровый обрывчик такой. Наш справа. Наш светлее. Сергей, видите? Да, вижу. Нормальная, комфортная дистанция, спускаться не да. надо. Сейчас влево пошел. Ага, вижу. Левым боком повернулся. Вижу. Поднялся на траву. Вижу. Под ним второй. Какая дистанция? 605. 605. Ветер дует. Голову Вот, повернулся. Голову повернулся. Ага. Перешел. Сейчас, готов. На камнях стоит. Есть. Так, он сейчас стоит. Вот 3 штуки стоят. Так. Слева. Слева который? Самый левый. Самый левый, верхний. Да. Есть.
Дистанция 605 метров. Угол наклона минус 12. Сделал поправку на Марево. Марево сильная была. И на ветер поумило. С вами хорошо охотиться. Давай. А с вами ходить. Поправку на Марево сделал все-таки. Один клик всего лишь. Ну, это достаточно, это 600 метров дистанция. Ну, на ветер, так как через ущелье, сделал 30 сантиметров поправку. Поумило. Выбрали того барана, который наиболее трофейный, с большими рогами. Но ребята у нас с той стороны наблюдают, так что мы сейчас пойдем вниз. А впечатление просто супер. Когда охотник уверенно стреляет на такие дистанции, охота идет очень легко. Нам легче охотиться, когда охотник стреляет уверенно и на большие дистанции. Охота была супер. Природосберегающая трофейная охота состоялась. Трофей взят, трофей старый. По идее, репродукционный возраст у них в 9-10 году заканчивается. Хороший баран, очень старый. 10-11, да? 11-12 лет. 11. Ну, наверное, скорее всего, 1, может быть, 2 года осталось ходить в стаде, и он бы погиб. А так он принесет финансовую пользу, будут создаваться рабочие места, охранять столь красивое животное. Мы уже об этом много говорим и не устанем об этом говорить. Трофейная охота – это природосберегающая охота. И надо ее уважать, надо ее развивать. Тогда в нашем мире останется много-много таких красивых зверей, и природа будет сохранена. А иначе это просто ничего, и будет отдано на растерзание браконьерам. Сейчас мы паковываем палаточный лагерь и перебрасываемся в базовый городок. Думаю, что на завтра еще останемся. Возможно, возьмем медведя, и потом уже будет у нас логистика домой. В целом довольно все неплохо, с учетом определенных нюансов. Ну, на то она и охота, чтобы были нюансы. Они нас учат, закаляют и делают опытными. Все хорошо. Подустали? Да, есть такое. Главное, конечный результат. Поэтому еще раз мои поздравления. Мы переживали, мы готовились. Дай Бог. Колымский снежный баран добыт. Вечером организаторы предлагают добыть медведя. Медведя много, медведь не изымается в тех количествах, которые можно изымать. Бурый колымский медведь. Могуч, атлетически сложен, резв и прыток. Он прирожденный рыбак и охотник. Этот хладнокровный убийца всегда настороже. Замечая человека издали, он обычно уходит. Однако нападения его не составляют редкости. Охотники оставляют квадроциклы. Дальше предстоит двигаться пешком. Максимально аккуратно. Впереди организована привада в виде кучи рыбьих останков. Запах влечет сюда медведей со всей округи. Алексей говорит, что хищник может быть буквально за каждым кустом. Все произошло мгновенно. Ну еще с одним трофеем. Все, спасибо. Отлично. Отлично. Удивительное дело, но даже подобная быстрая и, казалось бы, простая охота оставляет после себя ценнейший опыт и дарит эмоции, которые ни с чем невозможно сравнить. Соблюдайте правила охоты, любите природу, уважайте, и она вас вознаградит.
Закончилась очередная охота сезона осеннего 2021 года в Магаданской области, в Мамсукчанском районе. Очень хороший, удачный выстрел, очень хороший трофей. Баран 12-летний. Поэтому мы прекрасно провели время и ждем золотую осень дальше.